Здравствуйте! В этом видео мы будем ремонтировать крыло. Значит, вот что у нас есть. Это крылышко от сотового Чайзера. Мой знакомый спортсмен его попросил починить. Вот как-то так у нас все не очень хорошо. Крыло попало в бой, было ранено, по нему еще проехался другой корч. В общем, все как мы любим. На первом этапе взаимодействия я сейчас зачищу все вот эти вот торчащие волокна, потому что они мешают совместить деталь, чтобы у нас совпали четко все ребра жесткости. Вот, все, мы сейчас это дело зафиксируем, зачистим максимально, потому что оно должно максимально сойтись. Ориентиром здесь у нас будет краска, чтобы вот эти сколы краски, чтобы они все совместились. Так что давайте заниматься. Так вот это все совмещается уже. Это хорошо. Здесь то же самое по красочке, вот уже совмещение идет. То есть вот какие-то ориентирчики я себе беру и по ним работаю. Ну все, сейчас клеим все это дело, чтобы она уже не вот этой мотней болталась, а чтобы она уже жестко фиксировалась и можно было продолжать работу. Вот что вышло. Значит, дал я жесткость, получается. Все вот здесь вот зафиксировалось. Скотч, это не фиксация, это больше для того, что сейчас следующим этапом будет нанесение изнутри смолы, которая даст первый армирующий слой и уже позволит нам более жестко работать с этим повреждением. Основную жесткость несут вот эти вот пластиковые заплаточки такие. Они будут сняты в любом случае, поэтому это временный характер. Изнутри все это выглядит вот так. Сейчас получается, вот у нас идет трещина. Где-то вот так вот я сейчас все это дело вскрою, чтобы сегодня уже уложить здесь смолу и как-то вот этот ахтунг немножко поправить. С мелочевкой решил пойти таким путем, поставил саморезики, не стал клеить здесь, потому что здесь нужна натяжка и жесткое крепление, его удобнее сделать с помощью саморезов. А так на данном этапе укладываю смолу и оставляю ее в покое, чтобы она затвердела. Значит так, первый этап завершен, все, смола встала, все отлично, все, теперь уже есть жесткость общая, вот она уже, вот я давлю сверху, уже она прям как настоящая, как целая. Далее мы восстанавливаем вот этот кронштейн. Он ставится у нас вот тут, получается, как-то вот так, вот. Да. И вот эти вот два ушка. Одно, я так понимаю, что вот оно отсюда, а второе откуда. Ладно, это мы сейчас найдем.
Ну все, приступаем. В данном случае получается, вот это ушко у нас было полностью отломано. Вот я его временно зафиксировал на 2 капельки суперклея двухкомпонентного, и зачем я наделал вот этих вот отверстий. Эти отверстия будут служить усилением, то есть здесь будет уложен стекломат, и плюс он будет пропитан смолой. Смола пройдет вот вовнутрь вот этих вот отверстий и будет как зацеп за основную деталь. Соответственно, прочность вот этой склейки стекломат плюс смола мы повысим. По итогу этого этапа ушки на месте. Одно, второе. Закрепил жабру. Восстановил передний кронштейн с одной стороны и с другой стороны. Все, сейчас все это дело армируем смолой и стекломатом. Здесь вся работа проводилась 300-м матом. Все закреплено, смола встала, все отлично. Уже ничего не играет, у крыла есть жесткость достаточная. Сейчас задача опилить вот это все лишнее на всех вот тех местах, где мы производили ремонт. Наносим рисочку сюда небольшую и усиливаем еще раз 300-кой. То есть это уже как бы финишный. Что касается этого места с самыми серьезными повреждениями, здесь сейчас я делаю в шахматном порядке отверстия сквозные, то есть по аналогии с креплением ушек. И дополнительно прокладываем вот так вот полосочку 300-го мата. Ну вот, силовой ремонт и завершился. Все восстановлено. Сейчас убираем скотч, опиливается вот так вот все вот это торчащее лишнее и доделываем уже косметику внешне, вот эти вот мелкие штучки.
Вот что у нас по итогу. Крылышко готово, свою часть работы я выполнил. Осталось только все это дело уже довести до идеала малярам, покрасить цвет. И крылышко начинает жить вторую жизнь. Все крепления восстановлены. Вот эти мелкие огрехи, они по большому счету роли не играют. Изнутри там все усилено достаточно. Ну и здесь опять же все это дело не будет видно, весь этот крепеж. В остальном мне все нравится. Изнутри выглядит все это так. Спасибо, что смотрели видео. Надеюсь, вам оно было полезно. Если есть какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментарии. А в остальном увидимся. Пока-пока.